Бездомную черно-белую собаку сбил автомобиль, и она, ошарашенная и ушибленная, лежала, прося помощи у прохожих. Водитель просто посмотрел на нее и поехал дальше. К счастью, на помощь пришли волонтеры приюта «Милый», которые забрали ее с собой и показали врачам. Своей подопечной они дали кличку Альма. Вердикт после взятия анализов и осмотра был пугающим: хроническая почечная недостаточность. Для животных это своеобразный приговор, и им мало чем можно помочь в подобной ситуации. Но волонтеры решили не сдаваться и начали обращаться в другие клиники. Результаты везде были разными, пока не удалось найти врача, который посоветовал сдать анализы в другом месте, чтобы удостовериться в этом непростом диагнозе. Оказалось, что он действительно не был настолько тяжелым, и Альму согласились прооперировать. Правда, для начала нужно было собрать крупную сумму – 35 тысяч рублей как минимум. С помощью социальных сетей и неравнодушных людей это в итоге удалось сделать. Сложный перелом Альмы успешно прооперировали, привели в порядок анализы и отпустили из стационара в приют. Волонтеры занимались с ней, гуляли, социализировали, и вскоре наша героиня начала самостоятельно есть, вставать на лапки и ходить. Спустя какое-то время Альма настолько окрепла, что ее можно было переселять в вольер к другим собакам. Правда, сама она от такой перемены была не то, чтобы в восторге, но куда деваться. Альме недолго пришлось жить в приюте, вскоре она стала собакой девушки Сони. У нее дома уже жила слепая кошка, которую она когда-то забрала себе от волонтеров, так что все очень обрадовались, что Альма стала членом именно этой семьи. Долгий путь к счастью, который прошла Альма, доказывает, что всегда нужно бороться до конца и использовать даже самые малейшие шансы на счастливый исход. Забота и упрямство волонтеров в этой истории сыграли решающую роль, и судьба собаки сложилась как нельзя лучше.